Здравствуйте, дорогие девушки! Сегодня с вами Ольга, сваха агентства Оксана Лав. У меня сегодня действительно классная новость для вас. Я очень рада представить нашего нового клиента. Его зовут Пол. Пол подписался на нашу VIP-платиновую программу и будет участвовать в нашем туре любви, который состоится совсем скоро, буквально через несколько дней в Калифорнии. Пол – это действительно шикарный клиент, клиент высочайшего класса, и можно позавидовать его избраннице. Я просто уверена, что Пол – это мечта любой женщины. Во-первых, Пол хорош собой, он в прекрасной физической форме, он выглядит максимум на 50 лет, хотя ему немного за 60. Во-вторых, это действительно успешный бизнесмен, Пол – владелец 4 компаний в сфере энергетики и строительства. Это очень перспективные денежные отрасли, мы все об этом знаем. Я могу с уверенностью сказать, что в финансовой стабильности Пола можно просто не сомневаться. Ну и в-третьих, это просто прекрасный, великолепный человек. Добродушный, открытый, очень позитивный. Это мужчина, который боготворит свою женщину, который будет носить ее на руках и который подарит ей весь мир. Возможно, это ты? Если ты так думаешь, не сомневайся, бросай все свои дела и срочно присылай запрос. Вся контактная информация и инструкция, как связаться с Полом, находится под этим видео. Пожалуйста, не забывай указывать свой ID, номер своей анкеты на нашем сайте. Это очень важно, чтобы мы могли представить тебя нашему клиенту. С нетерпением ждем от тебя письма. А сейчас предлагаю посмотреть интервью с нашим новым замечательным клиентом Полом. Hello, Paul. How are you today? Very good. Okay. Hello, Julia. How are you? Hi, Olga. I'm very good. I'm happy to see you. Okay, I'm happy to see you as well. So let's start. So today is a great day. We have our wonderful client, Paul. And now we are going to ask him some questions and let's get to know him a bit better. So I think, Sure. Julia, Okay, Paul, I have the first question to you. Could you please tell us about your background? Okay, I grew up in Berwick, Nova Scotia, which is the eastern part of Canada. And I grew up in a place called the Annapolis Valley. And I had 4 brothers and a sister. And we lived on a large, in a large place. We had 100 acres of land. And so it was great. Had a wonderful childhood. So we had lots of neighbor kids and a big family, and we could do a lot of things together, for baseball and riding bicycle and all kinds of activities. So it was a lot of fun. Пол родился в восточной части Канады, и у него было замечательное детство, потому что в округе было очень много детей, и они проводили все свободное время вместе, катаясь на велосипедах, играя в различные веселые игры. Пол до сих пор вспоминает это время. да, он еще сказал, что у него 4 брата и 1 сестра, то есть У такая него большая... 4 брата и 1 семья. Да. Paul, could you please advise? You said that you were born in Canada, in eastern part of Canada, and when did you move to USA? When I was 18 years of age to go to university, and I went to South Carolina, took business management. Okay, after that I went to University of Tennessee for logistics. Итак, Пол у нас переехал из Канады в Америку, когда ему было 18 лет, и переехал на учебу в Северной Каролине для того, чтобы проходить курсы по бизнес-менеджменту, а после этого он переехал в Теннесси и там уже обучался на факультете логистики. But Paul, you've got 2 professions, and what do you do for work right now? Okay, I'm the president and CEO of several energy companies located here in Pennsylvania and also in eastern Canada, in Prince Edward Island. Oh, interesting. Пол сейчас начал с того, что он стал работать в компании, которая занималась энергетикой. И эта компания располагается как в Америке, так и в Канаде. And what about right now? We know that
you are doing your own business, correct? That is right. We have a railroad terminal where we bring in butane and propane from all over, and we store it in large tanks underground, and then we take in this product and load trucks that deliver this product to pipelines and refineries between Boston and Greensboro, North Carolina. Oh. Is that enough for now? Okay. Yep, enough for now. Сейчас у Пола свой развитый бизнес. Они делают специальное оборудование для того, чтобы... Они работают с пропаном. То есть это довольно сложное, навороченное оборудование, которое расположено в нескольких штатах. То есть одна часть бизнеса находится в Бостоне, другая часть бизнеса находится в Каролине. Good. And how is it developing right now? As I know, you have several companies, correct? Yes, we also have construction business where we put pipe in the ground and tanks for pressure storage for propane and butane, and that area is mostly in the eastern United States. Oh. Сейчас у Пола еще есть несколько компаний, которые занимаются строительством, которое как раз-таки связано полностью с энергетикой, которые тоже расположены в нескольких штатах, включая Каролину и восточную часть Америки. Okay, so it sounds like you are a very busy person, Paul. Do you have any spare time at all? Do you have free time? And if you do, how do you like to spend it? Well, I've got lots of free time. If I had a serious relationship, of course, I would spend a lot of time with her and doing family things and visiting friends and visiting interesting venues of different sorts. I like a variety of things. Well, I like nature, so I like hiking. I like walks in parks and nice areas. I like bicycling. I like boating. I enjoy music, movies, live theater. I like cars a lot. I've been interested in cars since I was about 3 years old, and I have one collector car right now. Я спросила у Пола, что он любит делать в свободное время. Он такой занятой человек, у него столько много работы, столько много компаний, то есть постоянно работает. Находит ли он вообще время для себя? Он сказал, что, несомненно, когда он женится и у него будет вторая половинка, конечно же, он будет проводить с ней много времени и обязательно найдет свободное время в своем графике. Но на данный момент, поскольку он один, конечно же, он больше времени уделяет работе, чем личной жизни, чем свободному времени. Но все-таки, когда у него это свободное время выдается, он очень любит находиться на природе, очень любит различные походы, пешие прогулки, прогулки в парке, куда-то выезжать, любит кататься на велосипеде, на лодке, любит музыку, ходить куда-то в кино, в рестораны, то есть встречаться с друзьями, с родственниками. Всем этим он любит заниматься. Также он увлекается автомобилями с 3-летнего возраста буквально. И у него есть даже какой-то коллекционный автомобиль, как я поняла. Do you travel at all? Have you been abroad? I think you mentioned before that you visited 55 countries, right? Actually 54. 54. Okay, sorry. So, and I've been to a lot of those countries between 20 and 30 times. So it wasn't just a one-off visit. I was back and forth many times. So I move around almost anywhere in the world pretty good. I don't hardly even use road maps. I just kind of know where I've been and where I want to go. I see. У Пола очень большая история путешествий. Он побывал в 54 странах. Причем во многих местах он был по много раз, то есть объездил практически весь мир, много где побывал. And do you travel right now while you are so busy with your work? Do you find some time to travel somewhere? Well, a lot of times when I travel for business, I go to some quite interesting places. So I might take 2 or 3 days
for myself, like vacation before I have to be at a meeting or a conference, or I might stay 2 or 3 days after the conference ends and get to look around and enjoy the area. Я спросила, находит ли он вообще время для путешествий в настоящее время. Понятно, что раньше он много путешествовал. Он сказал, что да, он очень много ездит по работе, постоянно ездит по работе. И если он куда-то едет, обязательно берет 2-3 дня после своей командировки, берет 2-3 дня для себя, чтобы провести это свободное время, уже просто насладиться отдыхом. Oh, and I have another question about yourself and about your personality. Could you please tell us more about yourself, especially about your personality? Okay, I'm a pretty caring, kind, loving person with a big heart, and if I can see an opportunity to try to help someone, I do it, and I enjoy doing that. It's something that's natural, and once I find my other partner, I will try to love her more than she loves me, and I think deeply in love, I'll probably end up, it'll hurt me just to be away from her. It'll be very painful to be apart from her. Ну, девушки, это самая интересная, наверное, часть нашего разговора. Пол рассказал сейчас, что он очень любящий и заботливый партнер и человек, поэтому он уверен, что когда он встретит свою истинную вторую половинку, он будет любить ее больше, чем она сможет любить, чем она будет любить его, потому что он очень хочет заботиться о своей женщине, и возможно, это будет даже в какой-то степени немножко болезненно любить вот так вот всем сердцем. By the way, have you been married before and do you have any children? Yes, I was married before the divorce actually a separation about 6 years ago, but a divorce in 2015. And I have a son, his name is William, and he's now 19, and he's a very handsome and smart guy. And he's always lived with me, and his mother got a borderline personality disorder and left us. So I had to raise him, and which was good. It was fine. We got along well. Okay. Я спросила, был ли Пол женат, есть ли дети. Да, он был женат, у него был долгий брак, развелся он 6 лет назад, то есть они разошлись, и 3 года назад произошел официальный развод уже. У него есть сын, ему 19 лет, и сын всю жизнь прожил с Полом, и сейчас он продолжает с Полом жить. И, как я понимаю, у его жены были какие-то проблемы, и она покинула, да, их, Юль, я так поняла? Да, да. Да, она покинула, и, как я поняла, из-за какой-то своей болезни не было возможности, значит, у нее воспитывать сына, поддерживать. Поэтому получилось так, что Пол полностью вырастил сам ребенка своего, поднял его на ноги. So what about your son? Is he going to college or is he staying with you right now? Well, he's home for the summer, and he goes back to university in August. And so he's working some during the summer. But where is his university? Is it in the same state in Pennsylvania? No, he's away. He's in South Carolina. In South Carolina, I see. Ребенок его, сын, он учится в университете в Южной Каролине, и в настоящее время он приехал на каникулы к своему папе, но как бы он время даром не теряет, он где-то еще подрабатывает, то есть такой трудолюбивый сын в папу пошел, видно. Okay, Paul, now let's talk a bit about the lady you are searching for. Okay, so why are you searching for a foreign lady? Why not American one? Well, I think probably most of the ladies in Eastern Europe and maybe some other parts of the world are more family-oriented than most American ladies. They really take care of themselves. They look feminine, and they're really, I think, warmer-hearted. They don't want to be manly, and they don't want to be aggressive, and they're not competitive against their spouse or their partner. So it just seems like a really good relationship could be had with the
a woman that's foreign compared to domestic. Окей. Я спросила, почему Пол ищет жену иностранку, почему не местную. Российские женщины, украинские, у них они более ориентированы на семью, чем местные американские. Они более женственные, они ухаживают, следят за собой, всегда отлично выглядят. Также очень важно, что они добрые, не агрессивные, они не пытаются там соревноваться там с мужчинами, они не ведут себя мужеподобно, то есть как у них сейчас очень распространено в Америке. Поэтому Пол считает, что женщина из другой страны с традиционными семейными ценностями ему подойдет больше, чем местная, которая у него проживает. Okay, Paul, I see. And what age are you considering? Age 30 to 45, because I'm really young at heart, and I think I relate better with women of that age group, and they usually take care of themselves, they're more active, and they're more fun to be with, I guess. I really enjoy that age group the best. I see. Я спросила про возрастную группу женщин, какой возраст у нас рассматривает наш жених. Пол сказал, что от 30 до 45 лет это такая вот основная группа женщин, которые ему ближе, больше по душе. Он считает, что они ему подойдут больше, и они более активные в этом возрасте. Он себя их тоже считает молодым, как многие наши клиенты возраста Пола. Да, и поэтому он считает, что такая женщина ему подойдет очень даже замечательно. Paul, what about children? Do you plan to have more children? And is it fine with you if the lady has a child? I love children, so it doesn't matter if they have children, that's great. And if she wants to have children, that's fine as well. But if she doesn't want children, I'm perfectly happy that way as well. So I'm pretty flexible. Okay. По поводу ребенка, тут Пол готов рассмотреть разные варианты. Если женщина очень хочет ребенка, пожалуйста, то есть он, в принципе, готов иметь, он может иметь детей. Также, если у женщины есть уже ребенок, он даже двое, если у нее детей, нормально, он к этому абсолютно хорошо относится, он любит детей. Let's talk about the lady you are searching for. Please describe your perfect lady. First of all, speaking about her personality. What is important for you in the lady's personality? It's important that she be happy with herself and that she's a kind-hearted, loving, very caring person. But also I want her to be intelligent, and I want her to be very feminine and beautiful. And just a well-rounded, wonderful lady. Окей. Пол ищет женщину, которая, во-первых, позитивная, которая добрая, добродушная, которая будет заботиться о своем мужчине, о своей семье, заботливая, любящая. Также для него важно, чтобы женщина была умная, интеллигентная, образованная. И в то же время, чтобы она выглядела замечательно, была красивая и следила за собой. Для него это тоже очень важно. Do you have any preferences concerning the lady's looks, like talking about her hair color and eyes color and figure and anything like that? Well, the figure should be well proportioned. I mean, slim waist. Do you prefer skinny ladies, or do you prefer like some shapes? What do you think? More slim, yeah. Not too big of hips and not too big, just a nice slim, nice body. So slim, nice body. Okay. What about the hair color and the eyes? The hair, that doesn't matter. Doesn't matter. No, that's not important. And you also mentioned in our previous talk that you prefer natural beauty, like you don't like all those things that are not natural. I like those. I really don't like a lot of tattoos either. I'm not into tattoos and a lot of stuff. I like them just au naturel. Okay, I see. По внешности, значит, у Пола предпочтение, самое главное, это чтобы у женщины была хорошая фигура, стройная фигура. Он как бы не ищет прямо сильно там
тощую какую-то девушку. То есть обычная нормальная фигура, без лишних килограммов, скажем так. Желательно спортивная девушка, чтобы следила за собой физически в том числе. У него нет предпочтений по цвету глаз, цвету волос. Он сказал, что он не любит сильно большие формы, то есть не любит, когда там сильно большие бедра, прочие части тела. То есть такое все должно быть в скромных размерах, скажем так. Также он любит все натуральное. Он не любит какие-то искусственные вещи, там накачанные губы и прочее. Ну, это я уже домысливаю, что он имел в виду под натуральностью. Вот. Также он не приветствует татуировки. Yeah, Paul, I would like to ask you about your future family. How do you see your future family and your role in this family? Well, of course, I'm going to support them, provide for them, and I'm going to protect them, give them a really nice home and absolute security. We'll do things together. We'll travel together as much as makes sense. And we will enjoy a lot of time doing a lot of activities and being together, be warm and close family. Good, thank you. Ну, Пол у нас мужчина-мечта, то есть он сейчас рассказал именно то, о чем, наверное, мечтает каждая женщина, что Пол, он готов и хочет поддерживать свою семью, защищать свою семью, быть надежным тылом для семьи. Еще он видит, что в своей будущей семье они очень много путешествуют и проявляют много активности, то есть не сидят на месте. Paul, and what is the role of your wife in this future family? She's going to be the one that I love and care for, and we will decide together if she wants to be at home or she wants to work. She can have some activities. She can do charity work. She can be part, into my office and work with me and help me or just be around. We can travel to some meetings together. It can be whatever kind of makes good sense for both of us and that we enjoy and that we want. Oh, thank you. I will translate. Пола я спросила сейчас по поводу роли его будущей супруги в семье. Пол сказал, что основная задача супруги – это быть любимой, это быть той женщиной, которую он будет всегда любить. Помимо этого, это та женщина, которая сможет выбирать, хочет ли она оставаться дома и вести какую-то домашнюю работу, либо же она будет работать, если захочет, Пол не против. Также есть вариант того, что эта женщина будет работать, вести бизнес вместе с Полом в его компаниях. Так что вариантов много, женщина сможет выбирать, что очень-очень здорово. Да, Paul, and Paul, what is the most important in your relationship, in your family, with your wife? What is the most important for you? That we're honest with each other and faithful. That we trust each other. And that we have a loving feeling for each other, and I would like for it to grow each day and get stronger, and I would do everything I could to see if I can make that happen. Oh, wow, thank you. Вопрос был по поводу того, что для Пола является самым важным в их отношениях в семье. Ответ был следующий, что самым важным является честность по отношению друг к другу, искренность, поддержка друг для друга. И помимо этого для Пола также очень важно, чтобы их любовь с каждым днем становилась сильнее, чтобы, становясь старше, их любовь продолжалась и становилась день ото дня все сильнее и сильнее, прочнее и прочнее. Дорогие девушки, Пол у нас собирается участвовать в нашем туре любви, который будет в Калифорнии совсем уже скоро. Скорее всего, это будет Лос-Анджелес, поэтому мы ждем с нетерпением ваших писем. Если вы чувствуете, что вы это та, которую описал сегодня Пол,
Если вы соответствуете его описанию, мы будем рады от вас получить письмо. Скажу сразу, что в первую очередь Пол, конечно, будет рассматривать тех девушек, которые будут принимать участие в нашем туре, и также девушек, у которых есть американские визы. В первую очередь, да. Дальше он, конечно, всех тоже рассмотрит, но уже после вот тех, о которых я только что сказала. Поэтому мы ждем ваших писем. Девушки, не забывайте указывать свой номер анкеты. Это очень важно. Когда вы пишете нам письмо, обязательно присылайте номер анкеты. Okay, Paul, thank you very much for this interview. And hopefully we are going to find the lady you have just described, and we are going to bring her in your life very soon, and we wish you all good luck in this. Okay, well, thank you, ladies. I appreciate it. Julia and Olga. Yeah, thank you. Okay. Okay. Thank you, Paul. Thank you so much. Thank you for your time and for interest in the interview. Thank you. You're welcome. Bye now. Bye now. See ya. Bye-bye, Paul. Talk to you See you. later.